Это случилось в одном популярном ресторане, который славился не только вкусной едой, но и превосходным обслуживанием. Среди официантов был молодой парень по имени Игорь, который работал здесь уже несколько месяцев и зарекомендовал себя как ответственный и дружелюбный сотрудник. Однажды, в разгар вечера, в зал зашла пожилая женщина, ее звали Галина, с мужем. Они заказали несколько блюд, и все шло как обычно. Но внезапно посреди разговора Галина начала кашлять и задыхаться. Официанты, конечно, сразу заметили это, и Игорь, не раздумывая, поспешил на помощь. Он быстро подошел к женщине, увидел, что она задыхается, и понял, что ей нужно немедленно оказать первую помощь. Игорь схватил ее за плечи, попросил других гостей не паниковать, и благодаря своему быстрому реагированию сделал несколько необходимых маневров, которые помогли Галине вновь начать дышать. Через несколько минут она пришла в себя, поблагодарив Игоря за помощь. Однако, в тот момент, как Игорь был занят помощью женщине, в зал вошел администратор ресторана, мужчина по имени Павел. Он был известен своей строгой дисциплиной и любовью к порядку. Когда он подошел к Игорю, у того на лице было выражение облегчения, а Галина, сидя на стуле, уже поправлялась, выглядела намного лучше. «Ты что, с ума сошел?» — резко сказал Павел, обращаясь к Игорю. «Как ты можешь оставлять свои обязанности, бросать клиентов и вмешиваться в чужие дела? У нас тут ресторан, а не больница». Игорь растерянно посмотрел на него. Он был уверен, что спасать человека в такой ситуации — это нормально, но Павел, очевидно, был не согласен с его действиями. Тем временем Галине наконец стало легче, и она поблагодарила Игоря за спасение. Но не успев прийти в себя окончательно, она почувствовала, что кто-то смотрит на нее. Мужчины, стоявшие рядом с ней, представили себя как владельцы ресторана. Оказавшись рядом с Павлом, мужчина выглядел строго, но, услышав о произошедшем, его лицо изменилось. «Павел, не знаю, что произошло, но это мой муж», — сказала Галина. «Он владельцем ресторана, где вы работаете». Мужчина взял слово и обратился к Павлу с яростным голосом. «Я наблюдал за ситуацией. Это был единственный, кто, не думая о правилах, пришел на помощь моей жене. А ты что сделал, Павел? Нарушил всю атмосферу. Ты не только не помог, но и наехал на него, когда он пытался спасти человека. Это неприемлемо». Павел был ошеломлен. Его лицо побледнело, когда он понял, что женщина, которую он считал просто старушкой, на самом деле была женой самого владельца ресторана. Он попытался оправдаться, но понимал, что в этой ситуации его действия были нелепыми. Галина повернулась к Игорю и, улыбнувшись, сказала: «Ты спас мне жизнь, и я горжусь тем, что в нашем ресторане работают такие люди. Я не могу оставить все это без внимания». Игорь был ошеломлен. Муж Галины, тот самый владелец ресторана, подошел к нему и сказал: «Ты сегодня проявил мужество и доброту, и я благодарю тебя за это. С завтрашнего дня ты будешь новым администратором ресторана, а этот человек, он указал на Павла, уволен». Игорь почувствовал, как гордость и облегчение переполняют его. Взгляд Павла был полон злости и разочарования, но уже было слишком поздно. Он проиграл в битве за человеческие ценности и ответственность. С этого дня Игорь стал администратором ресторана, и его руководство принесло ресторану новые высоты, потому что доброта и уважение к людям всегда были на первом месте. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.